Уважаемые зрители, мои опасения по поводу увеличения численности волка в нашей угоде подтвердились. Волки начали проявлять себя буквально с августа месяца, везде и повсеместно. Их видели и на краю станицы хуторов, и при проведении весенне-полевых работ. В частности, мои охотники, трактористы в нашем хуторе Незаймановском видели сразу 4, которые вот шли друг за дружкой. То есть ничего не боясь, в дневное время они спокойно шатаются. Вот, и проявляют свою активность. Я хочу вам показать фильм про охоту на волка в период их активности, именно в летне-осенний период. Приятного просмотра вам. На базаре встретил одного знакомого фермера, он торговал арбузами. И пожаловался, что у него кто-то на баштане жрет арбузы. Ну и показал, как он это все делает. Это размер такой, что как будто волчок. Ну давай я тогда завтра приеду, и мы их посмотрим. Ну в один из вечеров я собрался и поехал к нему. Как раз вижу, что он здесь вот занимается, убирает урожай. Ну думаю, и посмотрю, что к чему. Вот это его работа, да? 2 дня назад жрал. И смотри, какой молодец. Аккуратно середку выгрызает, видишь? Следочки его здесь вытоптанные. Угу. Это он отгрызал, да? Так. Ну вот это вот он пробовал, видишь? Вот это он пробовал. Вот это ж как раз клыки, что ты мне показывал уже, да? Это он пробовал эти все вещи. И крупные следы, и мелкие. Скорее всего, семейка сюда приходила. Да. Здесь они кушали арбузы. А вот зайцы дошли до красного и не стали больше кусать. Неизвестно. Значит, зелень ему больше нужна, чем мякоть. Интересно. Ну, ходил и довольно крупный зверь. Шаг он почти по 70 сантиметров. Довольно крупный ходил. Зверь, скорее всего, самец тут ходил. Ну, а что не ходить? Пища вот она рядом. Бери и ешь. Да, вот она по дорожке он так и пошел. Но здесь и поменьше следы есть. Скорее всего, может, и волчица с волчатами ходила. Посмотрим. Сегодня я буду сидеть в машине, чтобы волк не услышал запах мой. Машину замаскировал и использую ее в качестве своей засидки. Волчок должен быть где-то здесь. Опа-на! А вот и первый посетитель. Заяц. Да такой любопытный. Прибежал прямо к машине и заглядывает в нее. Кто ж там сидит? А луна светит. Существует мнение, что звери при луне ходят неохотно, будь то волк или кабан, вот, и стараются держаться в теневой стороне. Но, видимо, не в сегодняшнюю ночь. В общем, пришло семейка волчья, папа, мама и 6 волчат. Наблюдал за ними, получал удовольствие, но выстрелить так и не смог. Хотя держал на мушке и папу, и маму, и вместе не сходились. Не смог я своим выстрелом нарушить семейную идиллию. Хотя фермер, скорее всего, будет обижаться на меня, потому что они же все-таки арбузы уничтожают, едят. Слабину дал. Ну, зато понаблюдал за семейкой. Охота продолжается. Вот я снова на баштане. Фермеру рассказал, какая стая у него ходит, так что он удивился и попросил хотя бы стрельнуть вверх, чтобы напугать, чтобы они сюда не ходили. Ну, стрелять вверх я не буду, конечно. Вот, а волчка посмотреть, там, может быть, действительно самца подстрелить, то это можно.
А волчица пусть свою стаю уводит тогда отсюда. Пожалуйста, все вытоптано следами. И вот у нас свежие поели. Как же они с аппетитом жрали все это дело. Ох ты. Это ж он прямо выгрызал. Чвакал. Все летело вокруг. Это все вытоптано следами. Ну все, усаживаюсь в засидку. Ждать буду зверя отсюда. Ветерок в лицо. Все нормально. Из окна засидки прекрасный вид. Как раз до противоположной стенки 100 метров. Угол 142. Ну, можно спокойно наблюдать. Фермер собирает арбузы. Обстановка как обычно. Сейчас наберет прицеп арбузов и уедет. А мы будем охранять. А вот и первый посетитель. Заяц устроился и спокойно наяривает арбуз. Причем выбирает самый крупный и самый вкусный. А вот еще один присадился. Так что Баштану придет скоро кирдык. А вот это уже мой зверь. Карабин отнесу в машину и начну поиски. Стрелял крупного волка. Понад подсолнухом шел, ну, больше 100 метров. Попадание было явное. Он закричал, закрутился. Ну и пошел подсолнух. Сейчас возьму фонарь, пойду посмотрю. Вырос прямо так хорошо. Это здесь он шел. Зашел уже в подсолнух. Не вижу. Есть. Вот она, кровь. Опа-на. Неужели я его нашел? Да, это он. С трудом вытащил с этого подсолнуха колючего, чтобы вам показать. Все хорошо. При помощи тепловизора, конечно, я его нашел, просветил подсолнушек. Небольшой прошлогодний переярок, скорее всего. Но все нормально, есть возможность отчитаться перед фермером, что порядок здесь навел. Слава богу. А стая пусть ходит. Это, скорее всего, от стаи отдельно отделился. Или они его прогнали переярка. Нечего им с молодежью тут лазить. Ну, фотоловушки стоят. Посмотрим, пусть день, два, три. А потом мы проверим, что тут ходит дальше. И вот я снова на Баштане. Прошло где-то 2 недели после добычи волка. Вот сейчас посмотрю фотоловушки. Если ничего нету, может, и сидеть не буду. Иду по дороге. Ни одного свежего следа. Одни заячьи следы, которые продолжают уничтожать арбузы. Ну, вот одна моя фотоловушка была направлена на эти арбузы, но все они целые, не поеденные. Вторая фотоловушка. Ну, результат один и тот же. Наверное, все-таки этого врага я подстрелил. Ничего здесь нет. Можно сказать, охота на Баштане у меня кончилась. Ну все, проверил фотоловушки, одни зайцы. На кормежку на Баштан выходят засветло, как по очереди, один за другим. И спокойно приступают к своей трапезе. Причем точат зайцы эти арбузы со всех сторон. На всех 3 фотоловушках были зайцы. Беспрепятственно и спокойно едят. Волка убрали, теперь им никто не мешает. И они спокойно заканчивают Баштан. А эта стая, скорее всего, перешла где-то в другое место. Ну и, наверное, будет готовиться к набегам. На сладком сильно не проживешь. Им надо для роста, конечно, молодежи. Это мясо. Значит, будем ждать
где они себя проявят. Буквально через месяц эта стая проявила себя в одном из фермерских хозяйств, покалечив и разодрав более десятка овец. Видимо, волчица уже начала учить своих волчат добывать пищу. Поэтому я проехал по дорогам и обнаружил их переходы. Да, вся дорога практически вытоптана. Вот он, подожду. Это позавчера они выходили. Вот это позавчера. Вот это. Да вот они и ходят. Да, тут все поднято, свежайшие следы. Где-нибудь там устроиться. Вот таким образом я протягиваю до самой дамбы и буду где-то устраиваться в засидке вон там. Вот сейчас мой помощник до дамбы дотащит, там развернется. И вот где-то вот здесь вот под камышами я буду сидеть. Давай, нормально. Все, отлично. Вот я и на месте сижу в своей засидке. Замаскировался в камышах. Будем ждать теперь результатов нашей поволоки по дороге. Вот такой вид из окна моей засидки. Будем ждать волчка оттуда из-под посадки. Так, вот они. 1, 2. Ну вот, почти 4 утра. Одни зайцы бегают. Волков нет. В 5 утра. Волки так и не появились. Вот с вечера, видать, старые пошли на охоту. 11:30 молодежь провыла, прокричала. Скорее всего, услышала их. И все, одни зайцы. Кормов много, зайцев много, фазанов много. Так что волки моими кишками не заманились. Ну все, собираюсь, еду домой. Крупный самец ходит. Вот он мне и нужен. И вот он выходит вот отсюда. Угу. Это я приехал на следующий день, после того, как видел 2 волков. Вот они по дороге пошли сюда. Надо где-то мне их перехватить. Сюда же приходили 2 волка и вверх вот сюда поднялись. Поэтому я здесь устроился в засидке. Прямо на дороге. Вот это мое место. Вот здесь и буду сидеть. Как раз вот отсюда. Буду наблюдать вот за этой дорогой. Может, мне повезет. Вот такая картинка у меня. Волки подвывают. Здесь они. Так, это зайчик вышел. Еще один, уже второй. Волчков нету. Опять заяц. 3-й уже. Волчата завыли, перекличку устроили. Скорее всего, старики принесли им пожрать. Или они хотели выйти сюда на дорогу, а их не пускают. Ветер плохой дует прямо на них от меня, поэтому дела не будет сегодня, надо уезжать и думать по-другому. Что и как охотиться. Зайчик, а через месяц охота. Какой из него трофей? Наличие волка не давало мне покоя, поэтому я попросил своего друга
организовать из веток, нарубленных в лесополосе, своеобразную засидку, чтобы можно было сидеть в поле прямо перед дорогой и видеть все. Она должна постоять минимум 3-4 ночи, чтобы волки ее обнюхали и поняли, что от нее опасности не исходит и не будут особо обращать на нее внимание. Мой напарник сделал здесь вот такую вот засидку в поле. Ветер сейчас боковой. Я как раз вот здесь вот буду сидеть и вот это вот все контролировать, выходы из подсолнуха, дорогу. Вот как раз она будет все то, что надо. Так, сейчас мы вот здесь вот расстелим шкуру. Ну не шкуру, а вот когда Володя стриг баранов, я у него взял именно куфайку, которую состриг с барана. Вот ее расстелим сейчас здесь. Я думаю, своим запахом она привлечет. Хоть задержится, хоть на секунду, но кто-то должен задержаться. Здесь кожи нет, только шерсть и жиропот от овцы. Ну то есть запах от нее исключительный. Вот приехал, я сижу вот в этой прекрасной засидке, свежий воздух. Комара, конечно, здесь будет меньше, чем вот в тех камышах или в лесополосе. А то прямо перчатки и накомарник не помогало, успевал только их отгребать. А тут ветерок продувается, ветерок встречный. Я думаю, зверь меня теперь уже не услышит. Хотя бы увидеть это зверя. Я уже не говорю там, чтобы его забрать. Луна, она может и помешать. При луне зверь ходит неохотно. История повторяется. Зайцы из лесополосы выбегают как по графику. А это кто? Одичавший кот. Что он делает в волчьих местах? Ходит по их тропам. Хотя в случае опасности он может быстро залезть на дерево и крутить дули этим волкам. Завыли здесь. Еще один заяц крутится напротив меня. Луна разгорелась еще ярче. Это плохо. Вот они. Волки, невзирая на луну, раскинулись широким полем и двигаются в мою сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6. Молодежь. Эти же старики. Потихоньку выравниваются на дорогу и движутся в мою сторону. Не все одинаковые, есть и побольше. Все-таки одеяло из шерсти барана стриженного остановило их, и вот они им занимаются. Все, что и требовалось доказать. Было ловить момент, когда стрелять. Четверо. А где же остальные? Пора готовиться к стрельбе.
Мимо. Готов. Есть. Еще один. Ну вот он один. Шкуру тягал, видишь? Шкуру тягал. Вот они на растяжку брали шкуру. Вот. Пошли дальше. А, вот он, да. Вот этот, я думал, он в посадку убежал. Он здесь лежит, я его вторым догнал, видишь? Вторым догнал. Потом где-то здесь, вот они два. Вот самец, наверное, голова, да, серьезная такая. И вот еще один. Это самец, да. Это самец, башка какая серьезная. Да. Не вижу ничего. Ну вот и все. Моя, так сказать, добыча. Отомстил за нападение на фермерских животных. Думал, комара не будет в этом поле. А комара еще больше. Навалился так, что в прицел смотришь, невозможно смотреть. Зудят туда-сюда все. Ну, самое главное, что вот как я услышал, что в лесополосе они опять заорчали, залаялись, заворчались, там то все такая типа драки. Думаю, волки здесь. Ну, досидел до 1:30, думаю, наверняка где-то ушли уже. Сразу не вышли, если вот как обычно 8:30. Значит, где-то они пошли шататься. Ну и принял решение повобить их. Буквально минут через 15, смотрю, слева по дороге появилась шестерочка. И вот они потихоньку, широким фронтом таким идут. Меня уже как бы вроде и перестрелял их уже, будь здоров, ну, а нервы как бы так. Ну и слава богу, что я положил вот эту вот шерсть эту состриженную, как в виде одеяла этого. Они четверка это дошла и вокруг начала ковыряться. Я вот подпаровал одним выстрелом. Один лежит, второй под ранком. Добиваю. Третий у меня бежит. Мажу, как назло. Слишком вперед много бросил. Вот, он уходит. И четвертый туда-сюда, я его тоже беру. Ну, перезарядился. Смотрю, возвращается тот, который, по которому промазал. 6 пришло. Ну, 4 дошло до шкуры. Благодаря этой шерсти я сумел таким образом сработать. Не выдержал. Приехал через недельку. Волки-то остались. Да, подсолнечник убрали уже. И вот в этом углу где-то, может быть, остались волки, может быть, нет. Сейчас посмотрим. Я сейчас вот в этом месте где-то выброшу эту шкуру для заманухи. А сам вот в этой посадочке где-то сяду. Может быть, волчки и придут. Где-то вот здесь, да. Метров 70-80 от себя. Пусть она приманивает волчков, может быть, второй раз. Она сможет пригласить кого-то ко мне. Но все равно дома сидеть не хочется. Хочется другой телевизор посмотреть. Телевизор природы, а не тот, что
стоит в зале. Вот такой вид из окна моей засидки. Вот здесь, по идее, с угла балки вот с этого подсолнушка должны выходить волки. Как раз 100 метров. Буду их отсюда и ждать. Как обычно. Заяц прибежал. Пусть бежит. Так, это кто? Заяц. Так, это кто? Тоже заяц. А вот это уже моя добыча. Это молодой волчок, но продолжаю сидеть. Вот это да. А этот зайчик прямо прибежал ко мне, к моей засидке, и не заметил. Значит, место выбрано удачно. Красавчик. Бей, давай, нечего тут тебе делать. Из-за этого зайца чуть волка не проморгал. Хоу! Хоу! Ну вот и все. Это молодой волк, переярок. Уже второй. Отлично. Так что с молодежью в этой стадии я закончил. Хорошо. Неделю ездил и установил поле, на котором чаще всего попадаются следы моих матерых волка и волчицы. В своей импровизированной засидке удобно устраиваясь в заранее подготовленное кресло и получаю от этого удовольствие. Заряжаюсь и осматриваю местность. Что вечер или ночь мне принесет, неизвестно. Местность, конечно, здесь сложная, холмистая. Может неожиданно из-за бугра подняться и быть рядом. Ну, постараюсь я это дело все выполнить. Если получится, конечно, подвыть и пригласить зверя к себе. Стрелял крупного волка, он под ранком ушел в посадку. Принял решение еще посидеть. Что дома делать? Телевизор смотреть?
Лучше я здесь телевизор живой природы посмотрю. Сейчас подвою и еще посижу, может быть. Еще кто-нибудь прибежит. Волчица, слава богу, из моей стаи. Отлично. Да, по состоянию зубов не младше 3 лет. Матерая. Очень хорошо. Ну вот и все. Стая кончилась. Ну что, вот такая ноченька мне интересная. Сначала пришел матерый волк, издалека прошел, я уже увидел, но идет мимо меня и уже вот вправо сюда практически в ветках сам остановился, глянул на меня. Я его первым бью прямо в грудь. Вроде ничего, закрутился и бежит в посадку. Я перезаряжаюсь вторым, смотрю, в посадку заскочил. Думаю, ладно, ночью не буду трогать, посижу еще. Ну и решил на всякий случай подвыть. Думаю, раз матерый прошел, значит где-то должна и волчица ходить. Где-то через полчаса все успокоилось. Я сам успокоился после всех этих делов с матерым волком. Ну и провыл пару раз. Где-то не сразу, минут через 15-20 издалека бежит волчица. И дошла прям до его следов и начала крутиться. Но я подловил момент. Тресь закрутилась, ну чуть ближе к кишкам. Ну легла сразу. Вот, ну, сейчас ночь прошла, думаю, уезжать, сейчас поеду волчицу погружу, а за матерым приеду уже утром, днем по-светлому, чтобы посмотреть нормальные следы, кровь и все прочее. Ну, добыча одна уже есть, уже хорошо, а там как Бог даст. Пострелял ночью волка, за подранком зашел в посадку. Ну вот приехал пораньше поутру и пригласил своего друга Володю с собачкой, учитывая, что Курсариха уже находила, может и здесь нам поможет. Володя, готов? Да. Ну пошли, я покажу, где стрелял, оттуда ее набросим. Давай. Может быть, она нам и сегодня поможет. Да, как забыл, как зовут? Бетти, не бойся. Я дядька спокойный. Это сейчас тебе со зверем придется поговорить. Да. Вот это может быть, да. Пошли. Вот его следы. Ну, слон бежал. И вот он пошел сюда. Сейчас найдем заход в посадку. Вот кровь, видишь? Вот она, кровь идет. Вот его след. Пахал прямо сильно. Здесь. Нет, не здесь идет под лесополосой. Идет дальше. Где-то здесь он зашел в посадку. Вот. Кровь ливанула.
с него. Как хорошо. И вот сюда куда-то он зашел. Ну, Володь, ты слышишь запах? Да, прям Запах зверя. псятиной прет, да. Запах зверя. Здесь кровью все залито. Пробуй пустить собачку сюда. Хоть ко мне. Она боится, видишь? Поищи, 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 поищи. Иди потихоньку. Я б такой, знаешь, А, нашла его, по-моему. нашла. А ну пошли. Пролазь, кричи. Ну, дальше пошла. Дальше пошла. Обойди с той стороны, Володь. Пройди по над посадкой, обойди. Не, я рядом с ней, она устала что-то. Давай, иди. Жду от тебя добрых вестей. Готов. Лежит? Да. Да ты что, блядь, иду. Смотри, Иду. Лезу следом за тобой, Володь. О, его прям видать. Она к нему подошла, постояла. Подошла все-таки, да? Видишь, подходит к нему. Видишь? Метре от него. Ух ты! Это собачка. Страшно, Бетти, да? Страшно. Дай ему. Дай ему. Поищи. Молодец, Бетти, страшно, конечно, страшно. Вот он, красота. Да, самец. Самечек. О, старый, взрослый самец. Красота. Хорош. Володь, ну если бы не твоя собака, Да. мы бы не нашли. Хотя, в принципе, Не, нашли бы. Нашли бы с трудом спокойно, чуть-чуть, да. Да, так быстрее. Она раз. ну боится. Видишь, в прошлом году она, когда? 2 года назад, да? Да. Ну, 2 еще года назад она еще как бы не боялась, молодая была, дурная. дурная. А сейчас она уже поняла, что зверь серьезный. Серьезно. Ну, все равно помогает. Серьезный зверь, да, матерый зверь хороший. Молодец. Матерый зверь, молодец, Володь. Ну, все равно идет. Спасибо тебе, трофей найден, да, Все трофей равно найден. идет. Как-то раз уже по ней уже можно сориентироваться. Конечно. Ну как, Володь, твои впечатления-то? Лучше не придумаешь. В общем, я твою собаку делаю волчатницей. Теперь Да. она может различить, где у нас матерый, где молодой зверь, где какой. это точно. Второй Ну, трофей найден. Второй трофей найден, молодец. Ну что, сейчас пробуем вытаскивать его туда на Да, улицу, чтобы щас туда санки подъехать, вперед. погрузить. Переворачиваю его, может. Посмотреть, а где-то так я его по шее, да? Вот она. По шее, да. По шее, отлично. И смотри, сколько прошел, ты понимаешь? Мгм. Смотри, сколько прошел. Ну, Вот ему она явно зашла, сразу. Вот она зашла. Ему явно сразу не особо хорошо было, понятно? Да. А ну переверни его на другую сторону, он уже закоцал. Серьезный. Это уже трофей, да. Это уже... Это уже трофей. Это уже трофей. Ну, отлично, хорошо. Вот она выходное. На, четко там. Вот она зашла. Чуть-чуть ниже, видишь, Да. сердце не тронуло. Вот она и вышла, да. Хороший у меня помощник, зверя таскает. Конечно, хороший. Куда мы? Он больше его. Пошли, Бетти, пошли, не бойся, он уже все. Володя пытается его вытащить. Хороший у меня помощник. А вот это зверь. Настоящий. Зверь настоящий. Молодец, Володя. Ну иди теперь за ружьем. Потом будем думать дальше. И не пригодилось тебе ружье, видишь? Да.
сэкономил патроны. Благодаря собаке. Хотя мне надо было экономить, елки. Не экономить. Да, надо было полить. Ну видишь, дело в том, что он был близко. Чуть-чуть занизил, видишь. Если бы на 5 сантиметров выше, Но все равно хорошо попал, Юрий. было бы хорошо. Было бы Хорошо точно попал, то, что надо. Блядь. Отлично. Вот, красавчик. Уже шерсть, смотри, какая. Это уже хорош. Это самец. Красавчик. О, хороший, лет 5-6 зверю точно. Влад, ну рассказать тебе, как дело-то было. Конечно. Короче, это семейка. Я тебе не стал раньше, чтобы не сглазить все это дело. Семейка, короче. В первую очередь я их первый раз увидел, когда они в одного фермера пришли жрать арбузы. Можешь представить? Папа, мама и 6 волчат. Гурманы. Гурманы. Ну, утоляли жажду сладеньким. Ну и Понимаешь? так сладкое. Ну и я принял решение, пока их не трогать, тогда поснимал просто, да и все. Ну, семья. На глазах у детей. Да, это... Стрелять там как бы так. И вот спустя там месяц где-то, вот как я их снимал где-то, Мгм. они появились на ферме. Но я не стал снимать эти кровавые волчьи разборки, понимаешь ты? Ну то есть волчица уже в сентябре, как Учила. обычно, да, она уже учила в сентябре, начало октября, она учила этих самых своих волчат. Ну и я начал их обследовать, это все обследовать, и перехватил их на одной из дорог. Вот на дороге я прям вышел, их переход, где они там подсолнух рос, понимаешь, Мгм. и вот они в подсолнухе там и сидели, понимаешь, вот скорее всего так. Ты ж мне дал вот эту А, шкуру, которую ты ободрал, понял? да. Ну для заманухи прямо на этих переходах я сделал этот самый. Ну а что, запах овцы остался, Бросил ее, запах сильно остался. Прямо на переходах этих, думаю, на переходах посмотрю. И сработало. Да, и соорудил прямо вот на таком поле, на чистом поле. Соорудил от веток, с веток Ага. засидку. Вот 80 метров засидку соорудил как раз. Мгм. Нормально. И вот одна дня, 2-3 постояла засидка. Скорее всего, волки, естественно, подходили к ней, обследовали. Облюбовали ее. Да, поняли, что она вреда не приносит. Вот, ну и, как правило, бывает, если волчата пойдут, то, скорее всего, они, ну, наткнутся и замешкаются. Или я подвыл, или еще кто, не знаю. Но, во всяком случае, они подошли ко мне и начали вот так вот где-то. И один схватил эту шкуру, другой подхватил. Ну, в общем, из 6 я 4 выбил. Че, Юрий, получается с болтовика, вот это из 6 ты 4 выбил? Да. Одномоментно? Ну, вышел, посчитал 4. Ну и хорошо. Да, Володь, кстати, еще 2 молодых волков переярков я добыл после. Ну, а потом, думаю, все, молодежью закончил. Надо дедов где-то, матерых искать, мне, понимаешь? Это да. Тоже вот так вот вокруг везде поехал, вроде как бы переходы понаходил. Ну, вот так вот и получилось, что вот семейку как бы забрал. Сначала молодежь. Это хорошо, потому что я слышал высказывание одного белорусского волчатника, вот фамилию забыл, ну очень знаменитый, как-то смотрел его ролики. Так вот он говорит, что лучший волчатник, говорит, это тот, кто выбирает всю семью. Либо, говорит, с волчат начинаешь, потом матерых добираешь, либо матерых добираешь. Вернее, матерых взял, а потом волчат добираешь. То есть семья должна быть выбрана. То есть закрыть этот вопрос Да. полностью. И он говорит, это считается самый лучший волчатник. То есть с нуля всех подобрал, выбрал. Ну, то есть я уже достиг этого Да, уровня. вы профессионал своего дела. Ну, может быть. Не и так. может быть, вот на лицо, как говорится. Да. Ну, видишь, благодаря, так сказать, арбузам я определил, Выдали что в этом арбузы. месте, да, работает семья, которая, так сказать, На надо. арбузах попались. Ну Всё. что, грузимся, текаем. Да, поехали. Поехали.